Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. Суббота, 7 октября 23 год. Друзья, сегодня день начался ужасно, потому что в Израиле началась война. Где-то в 6:30 утра со всех сторон, точнее не со всех сторон, сектора Газа, прорыв террористов в населенные пункты. Сектор Газа окружен большим количеством населенных пунктов, где проживают люди. Это очень маленькое расстояние от самого сектора. И туда прорыв террористов на машинах, по морю, по воздуху. Очень много неподтвержденных данных на сейчас. Это мерзкая атака, которая Хамас, скорее всего, включая еще другие террористические организации, нанесла на нашу страну, на наш Израиль, подло, в субботу, в праздник. Сейчас праздник в Израиле. Это просто не поддается никаким оценкам. Это подлое нападение, когда на самом деле в священный день для израильтян, для евреев шаббат, совершено вот такое. Со всех сторон весь юг Израиля сейчас на данный момент подвергается ракетным обстрелам. По данным, которые выдает израильское телевидение, я сейчас только передаю данные, которые мы видим от официальных каналов израильского телевидения. На данный момент выпущено по Израилю порядка 2200 ракет с сектора Газа. Ракеты летят не только в мой город, Ашкелон, во все районы Ашкелона. Ракеты летят в Ашдод, ракеты летят в центр страны. То, что происходит сейчас на самой границе с сектором Газа, вообще нет никакой конкретной полной информации, потому что всегда все первые часы это армейская цензура, и, естественно, всю информацию мы можем смотреть и воспринимать только из официальных источников, не слушая никаких слухов по различным каналам неизраильского телевидения. Поэтому, друзья мои, я не знаю то, что сейчас показывают Евроньюз, Аль-Джазира. Информация дается ровно та, которую мы слышим с утра из официальных новостей на иврите по израильским каналам. Друзья, это эскалация этого конфликта по истории не было очень и очень много лет. Опять же, по неподтвержденным данным, первый раз 1973 года Израиль вводит военное положение и объявление войны. Эти данные еще не подтверждены. На сейчас известно, точно неизвестно количество погибших. Они, к сожалению, есть. В больницах находится уже сейчас порядка 200, поступают в больницы порядка 200 раненых. Службы армии, службы полиции, службы тыла на данный момент разбираются, что делать, и, естественно, воспринимают все возможные и невозможные действия, чтобы предотвращать и бороться вот с этими, что вам сказать, когда начинается какая-то война государства против государства, это где-то больше понятно. Но когда террористы готовились, было известно, что они делали запуски ракет в море. Была ли готова армия и полиция к этому? Я об этом сейчас конкретно говорить не могу. Очень противоречивые мнения по новостям идут израильским. Опять же, мы, конечно же, с утра сразу же, мы об этом не знали, нам тоже позвонили наши друзья, мы должны были куда-то ехать. Естественно, господа, все поездки куда-то наши здесь отменены. Мы находимся в прямой связи с нашими детьми, которые сейчас находятся на одной из первых линий огня, куда идут ракеты. По израильскому телевидению идет полное сообщение, благо то, что информационная служба Израиля по телевидению работает очень хорошо, и оповещение о всех ракетных обстрелах идет в прямом эфире. Мы отсюда
по интернету можем наблюдать, что происходит и куда вообще что-то летит. Связались, естественно, с детьми. Дети, конечно же, говорят: мама, папа, не волнуйтесь, все нормально. Но, конечно, все это очень неприятно. Это первый день, первые часы эскалации по опыту. Ну, господа, естественно, прожив в Израиле 34 года, мы пережили не первый такой день и не последний, к сожалению, не последний. Но то, что происходит сегодня, такого не было, когда террористы прорываются в кибуцы и поселения на юге Израиля на джипах, расстреливают дома из автоматов, из РПГ, а там живут, ребята, мирные жители абсолютно. Там не стоит армия, там нет военных баз. Есть какие-то сообщения о том, что идут прорывы на каких-то военных базах, но, господа, армия Израиля, она всегда готова. Она полностью готова к таким событиям, и террористам будет дан, конечно же, полный, жесточайший отпор. На данный момент какой-то полнейшей информации о том, что нету. Когда мы разговаривали с сыном, мы услышали сирену. Естественно, мы сразу же прекратили разговор, потому что нужно прятаться в бомбоубежище. Бомбоубежища в нашем доме в Ашкелоне нет. Сын молодец, он взрослый парень, он прошел боевые войска, и он прекрасно знает, что делать в таких ситуациях. Оповещение во всех населенных пунктах, которые примыкают к сектору Газу: никому не выходить из домов. То же самое приграничный город Сдерот, откуда здесь у нас живут тоже наши друзья. Город полностью закрыт для движения извне. Военные машины, полиция, армия сейчас полностью концентрируются для того, чтобы прекратить эту ситуацию. И, естественно, господа, ситуация будет прекращена, потому что Израиль никогда не проигрывал. Израиль не боится никого, и отпор будет дан такой жесточайший, который, ну, что вам сказать на простом языке, мало им не покажется, но они серьезно готовились. Самое, по последним новостям, есть захваченные террористами, не знаю, подтверждено ли это до конца или нет цензурой, это будет полностью в дальнейшем сказано. Я передаю вам лишь те новости и сообщения, которые я читаю. Я ничего абсолютно не придумываю, друзья мои. Ничего абсолютно в такой ситуации что-то придумывать нельзя. Есть реальность, есть жертвы, есть очень много раненых. Это все, друзья, мирные, невинные люди, которые спокойно просыпались в шаббат, святой день для всех евреев. Ну, здесь, знаете, сейчас что-то комментировать, все дальше мы будем видеть, мы постоянно следим. Естественно, извините, находимся на связи с нашими друзьями, потому что ракеты сейчас летят не только, ракеты летят в центр страны. В Ашкелоне есть, в нашем городе есть разрушенные здания. Пока что нельзя полностью говорить о количестве погибших. Пока что есть сообщения о 200 раненых, которые поступили в больницы Израиля в разных городах. Самое что обидное, что в том районе, примыкающем к сектору Газа, была вечеринка праздника Симхат Тора. Закончился в Израиле праздник Суккот. Там были дети. И по телевизионным кадрам там творилось что-то такое очень-очень неприятное. Нужно следить за новостями. Всем гражданам Израиля, всем израильтянам, мы с вами, друзья, мы морально с вами. Мы сами переживали не один такой конфликт. Мы в Ашкелоне знаем, что такое летят ракеты, знаем, когда звенят стекла. И видим разрушенные здания. Берегите себя, пожалуйста. Следуйте, пожалуйста, всем указаниям службы тыла. Ам Исраэль хай хевре и шекулам нию бриим в цава ганали Исраэль зе цава ахитова беулам. Анахну юдим эдзе, анахну не нацех бемацаф азе.
Мы победим. С армией Израиля самая сильная. Берегите себя, пожалуйста. И мы победим. Самое главное, друзья, по опыту мы знаем, не надо впадать ни в какие панические действия. Это очень все неприятно. Сейчас самое главное соблюдать точные распоряжения, которые дает служба тыла в прямых эфирах израильского телевидения. Полностью следовать указаниям, потому что конфликт не первый, не последний. Все указания, все алгоритмы действий в таком случае, они известны. Поэтому берегите себя, слушайте указания армейских и службы тыла. Мир Израилю, израильтяне дорогие, мы вас любим, мы с вами, хоть мы далеко. По поводу полетов в Израиль и из Израиля никакой информации пока что нет. Если будут какие-то новости, то, соответственно, только по официальным каналам будет объявлено, будет ли закрыт аэропорт или не будет закрыт аэропорт. Сейчас не нужно вдаваться ни в какую панику, только спокойствие, только концентрация. Не надо выходить из домов в тех районах, где сказано не выходить из домов. И соблюдать все меры безопасности. Народ Израиля жив, мы победим. Я буду сообщать о тех новостях, если будет какая-то информация. И слушайте информацию, проверяйте только из проверенных источников, а не из Евроньюз или каких-то европейских новостей. По опыту эти новости сообщают только ту правду, которая нужна им. А мы знаем ту правду, которую видим мы по израильскому телевидению именно на иврите. И исходя из этого мы получаем всю информацию от наших друзей и от наших детей. Стивен, Андрей, все мои друзья, вся наша семья, держитесь. Все будет хорошо, как всегда и было хорошо. Только в этом мы всегда победим и у нас все будет хорошо. Хорошего дня. Шелихам йом наим хаварим шили энте тишмиру алецмахем.